Год театрала продолжается. Открылся он, напомню, с участием гостей из Москвы. Свою постановку «Бесконечное начало» привез в наш город актер и режиссер Игорь Лифанов. А накануне театралы газовой столицы увидели спектакль-концерт театра «Не до слов». Представьте себе театр, в котором никто не говорит, где нет жестких канонов жанра, где все происходящее на сцене граничит по откровенности с исповедью. А теперь давайте посмотрим, как это было. А тебе с горла вины несутся вниз, и у самой земли, не касаясь ее, рассыпаются. Московский театр «Не до слов» единственный в своем роде. Все артисты глухонемы, и все они выпускники специализированной академии искусств. Пьесы тут ставят по собственным методикам, но несмотря на высокий профессионализм, в Новом Уренгое за 2 часа до спектакля они репетируют. В это время начинают собираться зрители в ожидании чего-то необычайного. Решили с коллегами посетить данное мероприятие. Для нашего города это очень необычно. Ждем самого интересного от спектакля. Вот мне интересно, как это все будет происходить, как они все это сделают. Тук-тук, откройте, это я, ваша совесть, недочитанная повесть с обожженными страницами, с равнодушными лицами, где-то за границами. Немой спектакль концерта «Тебе» один из 10, с которыми гастролирует труппа. Действие построено на пластике, эмоциях и на композициях российских рокеров, которые уже можно назвать классикой. Артисты ведут немой диалог со зрителем и с самими собой. Этот прием в недословии называют монолог души. В пьесе поднимаются вечные темы добра и зла, любви и смерти, неизбежности встреч и расставаний. То есть это такой уникальный жанр, называется жестовая песня. Он особо популярен у глухих людей в целом. Мы сделали это высокохудожественно, с тем, чтобы это было смотрибельно и для неслышащих людей, и понятно, потому что они же не слышат музыку, а тексты у песен зачастую очень хорошие стихи. Над сложным и очень откровенным спектаклем артисты работали полгода. В итоге слова на сцене оживают, буквально. Игорь Стрелкин – один из немногих артистов труппы, который слышит звуковое сопровождение. Музыка с ним не только на работе, но именно здесь очень важно уловить нужный ритм. Я люблю музыку слушать, и мне это очень знакомо. Я не смотрю на счеты. Я понимаю эту вещь, я понимаю, что надо работать, вкладываться. Я работаю и делаю. После Нового Уренгоя гастроли театра «Не до слов» продолжатся по северу и Сибири. Спектакль концерта «Тебе» увидят зрители Салехарды, Новосибирска, Иркутска и Омска. Лала Гасанова, Феликс Расихин, телерадиокомпания «Сигма».